«Пап, смотри, какой странный памятник», — сказал я, когда мы с отцом приехали в деревню к бабушке и пошли на местное кладбище навестить могилы родственников. Раньше я уже был здесь с родителями, но, видимо, в силу возраста не обращал внимания на странный памятник волка. Надгробие гласило: «Друг, покойся с миром, спаситель всей деревни». Странное имя, друг, или это фамилия? Спросил я отца. Это не имя и не фамилия, скорее кличка, пояснил отец. И кто там похоронен? Снова спросил я. Ты разве не слышал эту историю? Удивился папа. Я покачал головой. Мы присели на скамеечку, и отец начал рассказ. Когда я был таким же маленьким, как ты, у нас в деревне случилось странное событие. Жила в нашей деревне девушка невиданной красоты. Ни на кого она не обращала внимания и отвергала всех женихов, которые к ней сватались. В какой-то момент жители деревни стали переживать, уж не ведьма ли проживает с ними по соседству. Ведь каждой девушке свойственно желание выйти замуж, создать семью, а эта красавица даже не собиралась, так и жила одна, наслаждалась собственной красотой. Шли годы, и деревенские жители волновались все больше. Вроде бы ничего страшного ни с кем из них не происходило, но девушка-то оставалась молодой и неизменно красивой, словно старость, и не собиралась за ней приходить. В то время к ней посватался довольно состоятельный парень из соседней деревни. Она, конечно, отвергла его ухаживание и даже посмеялась над несчастным. Тогда отвергнутый жених задумал страшную месть. Ночью он пробрался в нашу деревню и отравил колодец. Решил в отместку извести всех жителей. Рассчитывал, что люди, когда начнут массово болеть и умирать, то ему удастся распустить слух о том, что эта та красавица отравила колодец, потому что она ведьма. Это сейчас в каждом доме свой колодец или скважина, но в те далекие времена колодец был в деревне всего один, и все ходили за водой туда. Его и отравил обиженный жених, рассчитывая воплотить свои планы. В то время в наших краях водилось очень много волков. Охота на них была разрешена круглый год. И более того, за каждого волка платили хорошие деньги. В лесу полным ходом шел отстрел хищников, но одному раненому волку удалось оторваться от преследователей. Он бежал вперед, силы его покидали, и он не знал, что делать. В отчаянии волк решил спрятаться в логове своего врага. Так получилось, что на его пути оказалась наша деревня. Волк осторожно вошел в деревню, спрятался в кустах, как раз возле колодца, на краю леса. Рана не давала ему покоя, и он очень хотел пить. Возле колодца стояла скамейка, на которую обычно женщины ставят ведра. Женщины набирают воду общим ведром и переливают в свай, а общее ведро, к которому привязана веревочка, ставят на краю колодца или оставляют на скамеечке. Раненый волк почувствовал, что в ведре есть вода, и осторожно подошел к нему, засунул морду внутрь и начал жадно пить. Лишь сделав несколько глотков, хищник понял, что вода отравлена. Принюхавшись, он понял, что отравлен весь колодец. Дни волка были сочтены. Он понял, что, будучи раненым, он не справится с ядом. И вот тогда волк решил, что перед смертью он поможет людям, совершит благородный поступок и спасет своих врагов. Он понимал, что старики и дети, живущие в деревне, не причинят ему зла. Это не они его ранили, и не они охотились на его сородичей. Когда первые женщины пошли к колодцу с водой, волк встал перед ними и стал рычать. Он ощетинился, а изо рта пошла пена. Никто не мог с ним справиться, никто не решался подойти к бешеному волку. 3 дня он держал оборону. Жителям пришлось пользоваться дождевой водой и набирать воду из речки. А через 3 дня волк умер, прямо у колодца. Увидев мертвого хищника,
люди побоялись брать воду из колодца и решили ее проверить. Их опасения оказались не напрасны. Люди поняли, почему волк не пускал их к колодцу. Вода была отравлена. Тогда в благодарность за свое спасение люди решили воздать волку почести. Лучший мастер в деревне соорудил для него гроб, а лучший каменщик сделал такой красивый памятник. Никто не знал, как звали волка. Скорее всего, его никак не звали, ведь он был дикий. И тогда люди решили дать ему имя после смерти — Друг. Всей деревни люди шли за его гробом и плакали. Никто не был против того, чтобы наш Спаситель лежал на человеческом кладбище среди наших предков и среди самых достойных жителей деревни. «Папа, а откуда же в ведре была отравленная вода? Кто-то из деревенских уже успел набрать плохой воды?» — спросил я. «Молодец, ты очень внимательно слушал. В тот самый день, когда колодец был отравлен, еще до появления волка за водой успела сходить одна женщина. Это была та самая красавица, из-за которой и отравили колодец», — ответил папа. Она считала, что умываться надо только той водой, которую набрала до восхода солнца, и якобы это придает красоту и сохраняет молодость. Когда отправились к ней домой, то поняли, что слишком поздно, и ей уже никто не поможет. Когда горе-жених узнал, что лично стал виновником смерти своей любимой, то обезумел и бросился в отравленный колодец. Такая вот история случилась в наших краях в незапамятные времена, сказал папа. Звучит словно какая-то сказка. «Папа, я ведь уже не маленький», — сказал я. «В жизни, сынок, еще и не такое случается. Хочешь — верь, а хочешь — нет. Ну, а раз ты уже не маленький, то нечего рассиживаться», — скомандовал папа. Всю дорогу я пытался переосмыслить все услышанное, но ведь мой папа не мог мне врать. Он мог лишь немного приукрасить историю, однако мне нравилось, как он ее рассказал. Пройдя немного в тишине, я вдруг спросил: «Папа, а где был тот отравленный колодец? Вдруг кто-нибудь из него напьется?» «Не бойся, никто уже не сможет из него напиться. Видишь вон ту горку, возвышающуюся возле дороги?» «Конечно вижу, а что там?» — спросил я. «А там как раз и есть тот самый колодец», — ответил папа. После того, как жених раскаялся в содеянном и бросился в колодец, жители нашей деревни собрались и закопали этот проклятый колодец. Так была забыта и погребена история о красавице и отверженном женихе. Только о друге люди не забыли. Всегда у него на могиле было прибрано и лежали красивые цветы. Когда мы с папой возвращались домой, я тоже подбежал к могиле волка, положил букетик полевых цветов. Правда, то была или папина выдумка, не знаю до сих пор. Однако эту историю я уже рассказываю своим детям. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.